И снова здравствуйте! Сегодня продолжение темы о капюшонах. В данном случае попробуем начертить несколько видов. Самый простой с выточкой и с полосой, а также с клапаном. Что нужно? Как делать замеры, все знаете. Обхват головы вокруг по горизонтали через самые широкие участки головы. В моем случае это 57 сантиметров, половина 28,5. Также высота головы сбоку от точки основания шеи, где шея сходится с плечом, через самую верхнюю часть головы, к другой точке основания шеи. В моем случае это 67 сантиметров, пополам это 33,5 сантиметра. Предлагаю использовать капюшон в этом пробном варианте для футболки. У меня есть готовая выкройка, там расширена горловина, так что можно использовать даже не для трикотажной футболки. Для этого нам понадобится вот такая стандартная выкройка со всеми своими пометками, с чем угодно. Замеряем обхват горловины, поставив на ребро стандартную ленту, получается 16,2 сантиметра и спинка 12,7. Следующий замер, который понадобится, это сложить точкой основания шеи нашу выкройку и замерить линию горловины, в данном случае это припуск, и здесь тоже припуск. Разницу между, получается 4, между двумя линиями разница 4,2 сантиметра. Я буду использовать выточку для того, чтобы к шее хорошо прилегала. Выточка 3 сантиметра. Итого вместе половина горловины, спинки, полочки и одна выточка это 31,9 сантиметра, но округлю до 32. Нам нужен стандартный лист бумаги. В моем случае вечером у меня оказалось под рукой несколько листов А4. В принципе, чаще всего рисуют капюшоны при некотором опыте уже сразу на ткани. Что нужно? Немножко отступить с краев. По сантиметру-полтора хватит для каких-то коррекций прямых углов. Высота листа это высота горловины спинки пополам. 33,5 сантиметра плюс выточка на свободное облегание. Я возьму 4 сантиметра, итого это 37,5 сантиметров. Так что двух листов мне хватит с небольшой свободой. Это центр спинки. Это линия низа горловины, примыкания. Так как мы узнали, что у нас разница между горловиной, спинки и полочки по высоте это 4,2 сантиметра, это и будет линия наклона 4,2 сантиметра. Так как я хочу по спинке к шее некоторое прилегание, для легких изделий, как я говорила ранее в прошлом ролике, это сантиметр. Для более плотных верхних изделий это 1,5. Итак, 1 отступаем от затылка до шеи под прямым углом. Здесь высота, разница высоты линии горловины 4,2. Теперь берем длину горловины 32 сантиметра и от точки отступа откладываем 32 сантиметра на линию низа. Это вспомогательная линия. Откладываем длину горловины спинки 12,7, ну и 1 округленный миллиметр 12,8. Это точка, где будет при закрытой выточке сходиться плечевой шов. В данном случае выточка у меня находится на этом месте. Соответственно, теперь я откладываю выточку, центр и вся выточка. И остается 16,2 сантиметра, это на полочку. Все правильно. Так что это спинка, это полочка, это выточка. Под прямым углом к линии низа откладываю длину выточки. Если ширина выточки у меня 3 сантиметра стандартная, то 8-10 длина выточки. Возьму 9 сантиметров. Вообще, почему такая длина? Шея в среднем 8 сантиметров сбоку, плюс-минус. Поэтому возьму 9, чтобы немножко заходила выше.
Тем более, что здесь будет линия повышена. Обычно, если даже нет выточки, то в центре данной линии делим пополам и от центра миллиметров на 5 поднимаем точку, чтобы была некоторая округлость. Так что здесь еще немножко съестся, и поэтому, в общем-то, это и будет длина шеи, высота. Таким образом, я отложила около 9 сантиметров вертикально вверх от линии. Миллиметров на 5 приподниму. Линии проведу чуть выпуклые, вогнутые внутрь. В прямом варианте эти линии составляют 9,5 сантиметров. Правая сторона, но здесь под наклоном. Соответственно, меньшая сторона 9. Сделаю 9,5. И здесь 9,5. В конце все более четко начерчу. Исходя из того, как мы видим, что у нас линия приподнята, эти стороны будут чуть короче. Насколько получается? Получается, что эта линия у нас 8,7. Здесь линия 8,3. Например, сделаю ее тоже 8,7. Это вот до сюда. И здесь 8,7. Таким образом, вот те линии, точки, через которые будет проходить выточка. В данном случае вот эти две крайние точки — это уже имеющаяся наша ширина. Вот эта линия — это линия совсем затылка. Вот эта линия и вот эта линия — это линия ширины, предполагаемая наша. Так что от этой точки нам надо восстановить перпендикуляр. Длина данного перпендикуляра, высота головы сбоку, половина 33,5 плюс прибавка на свободу 4 сантиметра, 37,5 сантиметров. Высота отмеряется от того места, где мы ее замеряли, то есть от точки основания шеи. Как мы видим, не так уж и много осталось свободного места. Итак, ширина нашего капюшона в данном случае 32,8 сантиметра. Исходя из того, что наш обхват головы 57 сантиметров, разделить на 3 плюс 1,5 это 20,5. То есть ширина открытой части лица 20,5. 57 минус 20,5 и пополам это то, что от затылка до височной области. Соответственно, наша ширина 32,8 все-таки будет больше. Так что в данном случае этот капюшон будет еще заходить на лицо вперед. Так что смотрите, подходит ли данная ширина или можно ее немного уменьшить. Но учитывайте, что данную ширину надо разбивать на свободу как сзади, так и сбоку, а не впритык по голове измерять. Для того, чтобы капюшон немного прилегал спереди к голове, к колбу, спускался вниз, можно отмерить 2 сантиметра вниз. Но для некоторых капюшонов, кто хочет как-то стилизованно под средние века, можно ничего этого не делать. В принципе, это уже почти готовый капюшон, самый простой. Теперь надо оформить линию спинки. В данном случае легкой вогнутой линией изображаем линию низа. От данной точки единицы надо плавной линией выйти к спинке. Сантиметров 9-10 также можно наподобие выточки имитировать. Возьму 10 сантиметров. Можно вообще абсолютно от руки рисовать, свободно, хаотично. Это лишь как некий ориентир. Можно выше, как угодно. Например, вот так. Линию надо немного продлить, чтобы, прикладывая к данной линии, где-то выйти на прямой угол. Чуть-чуть буквально. 2-3 мм в зависимости от наклона линии, от высоты данной линии. Сейчас выкрою данный вариант капюшона.
пару пометок нанесла вне камеры. Поясню на существующем уже чертеже. Итак, я буду использовать 2 сантиметра наклон верхней части. Данной ширины мне вполне достаточно, но для того, чтобы был прямой угол, необходимо чуть-чуть будет продлить, потому что прямой угол здесь сейчас есть. Если я делаю наклон, угол будет больше. Также в макушке я сделаю скругленную линию для того, чтобы был более плавный переход ближе к скруглению головы. И после этого покажу, как то же самое будет выглядеть более аккуратно с выточкой. Я использую стандартную биссектрису 5 сантиметров из левого верхнего угла, где находится макушка. Как я уже говорила, я использую вариант 3 сантиметра, 3 сантиметра. Между ними по правилу прямого угла 4,2. Пополам это длина 4,2, пополам 2,1. Биссектриса делит прямой угол пополам. Итого я откладываю на данной линии 5 сантиметров. Чуть больше нарисовала линию для того, чтобы потом на ней нарисовать выточку. Соответственно, линия пройдет выше произвольно от руки абсолютно через данную точку макушки к вершине и к точке 2 сантиметра. Можно нарисовать здесь округло, можно более спрямленно. Я же предпочитаю рисовать от руки абсолютно произвольной формой. Здесь также произвольно выбираем точку, ну, примерно к середине. Это достаточно такой угловатый вариант. Если я просто разделю данную линию пополам и отведу миллиметров 5, прямого угла здесь не будет. Поэтому я к данной линии возвожу, вот к данной линии верха, возвожу прямой угол так, чтобы чуть-чуть выступить, метров 5 выступаю за вертикаль ширины. Вот эти 2 сантиметра. Данная линия у меня около 38 сантиметров, 19 это где-то здесь. Так что я отступаю миллиметров 5-7, ну, вот такой вариант получится. Чуть округлыми линиями нарисую. Итак, прямой угол у нас здесь. Равные линии у выточки. Прямой угол здесь. Напоминаю еще раз, что прямые углы должны быть на тех линиях, которые зеркальны, на равных частях выточек. Соответственно, если здесь мы разворачиваем, здесь будет соединено с такой же зеркальной частью, то сойдутся они в одну ровную линию 180 градусов. Здесь также сойдутся в одну ровную линию 2 зеркальные половинки. Поэтому данное же место, оно абсолютно произвольно может быть. Оно может быть удлинено, скруглено, расширено, как угодно. Это по модели. Поэтому прямые углы только здесь. Здесь у нас равные стороны. Теперь я предлагаю нарисовать капюшон со вставкой. Как вы видите, все происходит на одном и том же изначальном чертеже. Ничего не меняется.
Вставка позволит верхней части, верхнему срезу, более прилегающим, выглядеть относительно головы. Ширина вставки это также по модели. Для тех, кто хочет, возможно, более квадратно, как-то прямоугольно, можно сделать ее пошире. Можно выступающей даже за очертания внешней головы. Можно узенькую, исключительно такую для вида. Я беру желаемую ширину, примерно ширина лба, делю пополам. То есть беру рукой, просто замеряю. Ну что у меня, 11 сантиметров. Можно 5,5 взять. Ну, возьму 5 сантиметров. Как я рассказывала в предыдущем ролике, я предпочитаю по горизонтали уровня, который идет до выточки, рисовать прямую линию, не трапециевидную. Изменение в данном случае будет в том, что сама выточка должна переместиться, чтобы не быть лишним ненужным швом, в место притачивания половинки, кусочка вот этого. Соответственно, здесь выточку надо будет закрыть, линию нарисовать ровненько. Значит, надо 5 сантиметров по всему периметру, примерно до уровня выточки. На макушке голова чуть расширена, но здесь у нас и так лишний запас ткани. Выточка на то и выточка, что примерно вот на этом уровне, то есть длина выточки от низа по спинке. Это то место примерно, где шея сужается. Отсюда начинается череп и голова расширена. Так что около 9 сантиметров примерно. Это примерно. Здесь нет каких-то миллиметров в сторону, является преступлением. То есть примерно вот до этого уровня, сантиметров 5, откладываю параллельно. Опять-таки саму верхнюю часть мы использовать отсюда не будем. Нам нужна будет только вот эта центральная боковая часть. Это то, что пойдет в бок. И здесь все-таки лучше ближе к прямому углу. Ближе, но не обязательно. Но с полосой мы будем сходить в ровную линию, но они не зеркальные. Поэтому если здесь чуть шире угол, значит полосу можно чуть уже нарисовать. Но я предпочитаю прямоугольник, поэтому и линию здесь нарисую прямым углом. Схожу на прямой угол. Здесь я опять-таки замеряю шею с некоторой свободой. Ну, пускай будет 3,5 сантиметра. Как мы видим, получается диагональная линия. Наша выточка, которая была около 8,5 сантиметров, ну, здесь произвольно, ну, нарисую 9,5. Она перемещается вот сюда. Поэтому вот эта боковая линия, это уже сторона выточки. Соответственно, и основную центральную часть мы дорисовываем выточку. Если здесь у меня 9,5, то 3 сантиметра. Здесь у меня 10,2. Для того, чтобы уравнять стороны выточки, мне здесь надо тоже нарисовать 10,2. Соответственно, и основная линия пройдет под наклоном. Здесь у меня прямой угол уже был выведен. Здесь будет под наклоном. Соответственно, вот это основная часть. Если не нравится этот уголок, а он явно будет лишним, можно немножко скруглить. Ну, буквально совсем чуть-чуть, просто для красоты линии. Просто для красоты линии.
При этом основная полоса как была 5 сантиметров одной равной шириной, так и будет. Правило это правило, но надо видеть красоту линий. Так что теперь надо замерить длину линии. Эта часть идет от верхней плоскости головы на смыкание с боковой. Но верхняя длинная линия, она у нас является более важной, более длинной. Для контроля можно замерить от 7-го шейного позвонка, это в базовом варианте, либо от более пониженной линии, в зависимости от выточки, до лба, или той линии, которая у вас по модели предусмотрена, возможно, выше, ниже, длину головы. Для того, чтобы понять, что чертеж не будет меньше возможного минимального. У меня должно быть не меньше 47 сантиметров. Если здесь около 40, чуть меньше, то явно, что здесь больше, чем 47. Можно замерить. Приблизительно, потому что у меня не так понятно, что здесь больше 47. 64. Как я и говорила, это ширина излишняя, поэтому это будет достаточно такой свободный, хороший капюшон. Как я говорила, это изделие на футболка, у которого уже срезаны излишки под резинку. То есть здесь не включена резинка. И, конечно же, данный замер гораздо шире, чем даже моя голова. Это было видно изначально, когда мы только промеряли горловину. Напоминаю, что по горловине у меня 32 это половинка, то есть 64. Вместе с выточкой, но без выточки минус 6 это 57. Соответственно, это ровно моя голова. То есть данную горловину голова проходит даже вне растяжимой ткани. Поэтому капюшон свободный. Но это просто для примера выбрана данная выкройка. Соответственно, если я возьму меньшего объема горловину, то линия может пойти, ну, примерно вот так. Допустим, сантиметра на 4 я уменьшу. Линия может пойти вот так, вертикально, либо, соответственно, по диагонали, если мне все же нужна эта вся длина и ширина. Я промерила, что данная сторона выточки 10,5 сантиметров, здесь 10, 4 после того, как провели прямые углы. Здесь, как и должно было быть, 5. Соответственно, из 64 сантиметров отнимаем высоту 10. Остается 54 сантиметра. Ее рисуем абсолютно простой прямой линией, прямоугольником. Оставшуюся часть уже изображаем, как нам нужна полоса. Делаю вот так. Что надо? 4. Что нужно? Нужно полосу в разворот. То есть, если здесь 4 и здесь 5, то разворачиваем, получается 8 и 10. 8 внизу, центр 4. Вверх уходит 10 сантиметров. В сторону по 5. Всего 10. 10, 4, 4. Соответствующее 5 и 5. Здесь у нас 10,5. Соответственно, выточка наша это 10,5 сантиметров. Чтобы потом совместить ее, для того, чтобы данная сторона совместилась равномерно со стороной предполагаемой выточки капюшона, равной 10,5 сантиметров. Эта сторона у нас тоже 10,5 сантиметров. Ну и, то есть это основная сторона центральная, а это для выточки, удлинения. Ну и все. Вверх рисуем по 5 сантиметров. Вверх рисуем по 5 сантиметров, соединяя просто прямоугольник длиной, эта центральная часть 54 сантиметра. Если представить себе, что это 54 сантиметра, то вот так выглядит основная наша линия. Здесь, естественно, прямой угол.
Вот это и есть полоса, которую мы притачаем, и сейчас я покажу, что из этого получается. Ну а теперь давайте нарисуем некоторый клапан. Если у нас эта футболка и не разрезная полочка, в таком случае это может быть что-то декоративное, это может быть что-то на резинках. Либо представим себе, что наша полочка разрезная и нам нужно для нее. Первое, если у нас есть полы, которые заходят друг на друга, нам надо определиться с тем, сколько это сантиметров. Ну, допустим, это будет 5 сантиметров. Значит, от центра нам надо продлить на 5 сантиметров. С одной стороны, это может быть абсолютно зеркальный вариант. Все зависит от ширины, которая вокруг лица. То есть в горловину и так спокойно проходит голова. И здесь достаточная длина, ширина для того, чтобы не было натяжения вокруг лица. Эта точка – это еременная впадина. Соответственно, то, насколько от нее мы хотим вверх поднять клапан, это и будет высота желаемого клапана. В среднем при обычном положении головы это сантиметров 7. Дальше нужно ли этому клапану заходить на лицо, на подбородок. Допустим, мы хотим сантиметров 6, чтобы не заходило на лицо, и данной ширины достаточно для того, чтобы не было натяжки. Сколько там? Сантиметра 4 сказала ширина полы, на которую заходит застежка. Одна сверху, другая снизу. Мужской или женский вариант. На 4 сантиметра продлеваем и отзеркаливаем, допустим, на уровне 4 сантиметров от центра в обратную сторону у нас сантиметр высотой получается линия. То есть вот здесь у нас сантиметр. Значит, линию надо также зеркально отвести на сантиметр. Все зависит от формы горловины. Если она у нас достаточно в этом месте ровная, округлая, можно немного линию сместить, сделав ее более выгнутой в этом месте. Это будет смотреться симпатичнее. Просто произвольно уходим в ноль. Как-то в ноль уходим, абсолютно произвольно. Но вот эта часть, она будет более прямолинейно спускающаяся вниз. Соответственно, и здесь мы также видим, что у нас прямая линия. Абсолютно прямую линию здесь так и нарисуем. Ну а дальше у нас 6 сантиметров высота клапана. И плавно сходим, насколько опять-таки хотим по модели округло. То есть вот это у нас центр лица, а это уходит на клапан, на закрывающую поверхность. Наверное, здесь все-таки лучше прямые углы, если нет каких-то определенных модельных линий. Все опять-таки по желанию, по модели. Фасонные линии. Если капюшон достаточно облегающий, более шлемовидный, как я и говорила, если нам нужно здесь все-таки больше свободы, возможно, мы захотим его выше сделать, на подбородок. Подбородок выдается вперед. Значит, здесь нужна большая длина, но ширина у нас какая есть. А рисовать под углом просто, ну это довольно странно. Рисовать просто под углом для расширения. Допустим, мы хотим сантиметра на 3 расширить для подбородка под шарф верхнюю линию и поднять ее также сантиметра на 3. Сам клапан вполне сформирован, он нас устраивает абсолютно, поэтому для того, чтобы провести линию верхнюю на 3 сантиметра выше, все вполне возможно. Но как расширить? У нас есть четкие границы нижней линии, она сформирована, она нас устраивает. Как сама граница, так и ширина
клапана остается только за счет верхней изогнутой линии, то есть коническое разведение. Делать его в одном месте или распределять по всей линии решает каждый сам. Я предпочитаю ближе к середине лица, чтобы сам клапан и его перпендикуляры все оставались изначальной формы. Коническое разведение означает, что всю часть правее разведения придется опустить ниже. Поэтому на горловине отмечаем ту точку, от которой будем понижать весь участок. Циркулем или от руки по линейке определяем ту область, где будет находиться нижняя правая точка после осуществления разведения. Для начала намечаем точки 3 см выше отрезка 6. Откладывая вверх на 3 см и вправо на 3 см точку, можно найти радиус, который надо отложить для возможной точки правой, где она находится при отведении в сторону. Откладывая вниз 9 см отрезок, соединяя его с пересечением радиуса нижнего, который откладывали, сохраняя конфигурацию стойки, произвели коническое разведение. По факту линия втачивания в горловину осталась прежней. Общая длина втачивания линии в горловину теперь равна без выточки, потому что она переведена в шов притачивания планки. Посмотрите, что получилось. Это бязь, макет, все только наживлено, но оценить общее впечатление можно. Комментарии, вопросы можно задавать как в сообществе на канале, так и в одноименной группе в телеграм-канале. Ссылка есть в адресных строках на канале. Надеюсь, было полезно. И главное, теперь можно не запоминать. До новых встреч!